Всем привет, друзья! Вы на канале Контрольная рыбалка. Меня зовут Юля. Если вы не со мной, обязательно подписывайтесь, ставьте лайки, оставляйте комментарии и, конечно, следите за обновлениями. Камышовая линия, это значит, куда мы приехали? Это значит, мы приехали на торфяники, ребят. Сегодня у меня короткий однодневный выезд. Утро. Вечером мне уже нужно быть на соревнованиях по танцам. Приняла решение посетить торфяники, которые находятся в Минской области, и попробовать половить здесь хищника и обновить свои снасти. Самое главное сейчас это тепло одеться. Тепло одеться это значит, что у вас есть термобелье, сверху есть флисик, зимний костюм, зимние сапожки, конечно. Мне нужно будет 2 ледобура. Почему 2? Вы скажете, зачем тебе 2, если у тебя один есть с шуруповертом? Потому что был один раз, когда у меня сломался шуруповерт, который не был предназначен для того, чтобы сверлить именно лунки на льду. И пришлось идти больше километра назад к машине для того, чтобы взять запасной, благо он был простой ледобур. У меня есть вот такой вот ледобур. К этому ледобуру я использую свой любимый шуруповерт Redwerk. Он у меня в кейсе. Оп! Мой красавчик. Работает от аккумуляторной батареи с коллекцией единой аккумуляторной базы всей продукции аккумуляторной Redwerk. Посмотрим, есть у меня здесь заряд. Да, вот здесь вот горит индикатор. Заряд есть. Все. Сегодня с большими санями, из которых, я надеюсь, ничего по пути выпадать не будет. Ну и пожелайте мне ни хвоста, ни чешуи. А если не пожелаете, то я сама себе пожелаю. Есть. Отлично. Немножко там потерь произошло по пути. Вроде бы и глубокая корыта, а все равно, видите, что потерялось. Ну, жерлиц тут понаустанавливали, конечно. И оставили их. Ну ничего, какая нам разница. Нам пофигу, кто что установил. Ой, оба, упала кружечка. Опа. Опа. Ой, вот хороший. Очень хороший, ребят, лед. Жерлички мои. Посмотрим сейчас нашу глубину. Погнали. Что по глубине? Ну, глубина здесь ловить можно, короче. Как обычно. Раз и два. Все. Достаточно. И живчика карасика поставим. Да, нету шумовки, а у меня сейчас ее нет. Можно вот так вот таким канчиком очень удобно пользоваться. Погнали. Первый пойдет в луночку. Давай, дружище, иди. Интересно, это свежие луночки или нет? Сейчас проверим. Нет, это старые луночки. По оснащению, что у меня здесь? Простая жерлица, как и у всех. Леска основная, ну где-то, наверное, 0,4-0,3. Грузики оливки 6 грамм. Поводок флюорокарбон, скрутка, двойной крючок, обкрученный вот такой вот красной ниткой. Специально для того, чтобы рыбке было интереснее. Второе местечко хорошенькое. Такое вот возле камышка. Рыбку надо искать. Здесь не глубоко. Но, как показывает практика, этого достаточно. Даже интересно будет, поймаем ли мы что-нибудь сегодня за такой короткий промежуток времени. На платнике сколько у нас было сработок? 4 сработки, да? И 2 маленьких щуки у нас просто. И мне нужно сразу подготавливать себе лунки на балансир. Вот я вижу интересные места, и сразу в них будут зацепы.
Перчатки я снимаю, чтобы не мочить их лишний раз. У меня есть полотенчик, руки протереть, и потом сразу в перчатки, чтобы они не замерзали. Ой, красавец. Если сработает. Вообще тут место такое хорошее. Вот лунки проделала вдоль камышовой линии, ребята. И им теперь время отдыхать. Пока буду устанавливать все жерлицы, они как раз смогут подышать. А потом я просто пойду, сделаю балансированное ориентировку и пойду по ним балансировать. На водоеме встретили местного. Я решила пообщаться, разведать обстановку, и оказалось, что за сутки не было ни одной поклевки. В качестве живца на своей жерлице он использовал плотву, причем они были установлены как возле камышовой линии, так и далеко от нее. Выбивал он свои жерлицы после ночи простым топором. Им же делал и новые лунки, поэтому я приняла решение предложить ему забурить лунки нашими ледобурами. Наш же бур вон с шуруповертом. Скажете нам, мы вам сделаем луночки. Хорошо? Ну, так можно сейчас, если я поставки на новое место кинул. Ну, сделаешь лунок? Да, так без проблем. Продолжаю устанавливать жерлицы. Вот с местным пообщались. Видите, не было, за сутки ни одной сработки. И это не очень хорошо. Почему? Потому что значит, что рыба стоит, ее надо искать активно. Долго стоять нельзя. Поэтому, может быть, в приоритете будет, я вам сказала, если будем ходить с балансиром, то, скорее всего, мы быстрее поймаем, чем на те же самые жерлицы. Но и сказал, что карась здесь хуже работает, чем плотва. Очередная жерличка. Иди возьми плотвичек у меня сколько. Плотвичек, да. Не надо. Иди возьми, ну. Да не надо. Возьми, ну, я и наловлю. Ради интереса хочу попробовать поставить жерлицу прямо в камыш. Прямо вот в самый камыш, прямо вот в закуточки в такие. Делаю здесь луночку. И вот ради интереса где-нибудь еще вот здесь. Главное не провалиться, блин. Я надеюсь, что не провалюсь. Где-нибудь вот здесь. Сделали мужчине луночки, а он нам пару плотвичек дал. Вот такие вот дела. У нас, получается, натуральный обмен произошел. Еще один живец плотвы есть. Благодаря... О, ничего себе, какая она интересная. О, и глубина неплохая. Вот глубина сейчас покажу. Отсюда до грузика. О. Нифига себе. Мигом установила все жерлицы, какие-то на карася, какие-то на плотву. Большинство жерлиц я установила возле камышовой линии, ведь знала, что там может сидеть щука. И просто, чтобы вы понимали, в чем у меня лежали некоторые балансиры. Теперь они у меня будут красиво лежать в красивой коробке. Сегодня я буду использовать для ловли вот такое вот новое свое удилище балансирное длиной 61 сантиметр. Вот такая красивая, невероятного цвета катушка с вот таким вот здесь вот фрикционом. И на нее накручу сейчас новую леску в сечении 0,22 миллиметра. Так. С одной стороны. Ой, как удобно. Смотрите, как это удобно. И по-человечески, посмотрите, оп, сейчас все балансиры идут со второй стороны. Ой, красота невероятная у меня будет. Кому шо, а мне коробочки. Здесь прямо такой интересный камыш. Хорошие места для того, чтобы щучка пряталась.
Рыбалка с балансиром ходовая и активная. Чем больше лунок, тем больше вероятность поймать рыбу. Первым делом отмеряешь глубину. Если лунки забурены все вдоль тростника, то, скорее всего, она будет почти одинаковая. После медленно опускаешь приманку ко дну. Если не последовало поклевки, то делаешь махательные движения. Первая поклевка последовала через час-полтора после установки жерлиц. Честно говоря, она прям воодушевила и подала надежды на то, что можно поймать рыбу. Сработал же вес плотвы, который мы получили от местного после того, как забурили ему лунки. Я предполагала, что, ставя жерлицы возле тростниковой растительности, щука сразу будет уводить туда и, скорее всего, зацепится. Если она заводит в тростник, то вытащить ее практически уже невозможно. И я в этот раз не успела. Просто даже интересно. Но попробуем. Есть. О, блин, ну, сразу все в камыш и все. И сошла. Вот так. Надо было чуть-чуть раньше. Вот первая сработка и крутила. Просто в камыш вот в этот завела. Погнал. Погнал, малыш. Так, вот интересно, видите, я украла плотву. И украла живца плотвы. Совсем скоро произошла еще одна поклевка. И не только у нас. Такое ощущение, что у щуки был выход. Холостая. Я думаю, что холостая. И чухнем. Холостая. Просто ударила и сразу бросила. Видите? Трохи его жмямкнула. Можем попробовать. Ну, вообще поводок нормальный. Можем окунь. Может тоже издеваться над живцом. Вот вторая уже сработка. И у человека 2 сработки. Но у него на плотву. Долго, ребят, я на каждой лунке не задерживаюсь. Почему? То, что если есть активный хищник, он практически сразу атакует. Именно поэтому на балансир, когда ловят, делают много лунок. Ищут именно места, где могут попасть щуки, так сказать, балансиром в рот. А лунки быстро настывали. На улице был довольно сильный мороз. Толщина льда составляла более 15 сантиметров. Я то и дело меняла точки, ловила на балансир и переносила жерлицы. Пусть рыбу в руках я еще так и не подержала, но сработки были, и было довольно весело бегать из одной точки карты в другую. Ну, уже в новом месте, видишь? Не крутит, просто сбил. Оп, сработка. Где-то сработка была. Слышал? Позже возле этого камыша мы погуляли вместе с подводной камерой, и оказалось, что там бродила щука. Почему она не хотела брать нормально карася, непонятно. Да и на балансиры она на мои также не реагировала. Украла карасика. Ну, значит, место правильное выбрала, раз украла. Пришлось даже балансирное удилище бросить. И в этот же момент у меня соседа поклевка произошла. Прикол, да? Что одновременно выход пошел. Это просто выход получается. Карасики тоже работают. Я думаю, что здесь не важно, живец кого получается. Ну, потому что у нас живец карася. И уже вторая сработка на живце карася. Так что не вторая, а третья, да? Это что же третья? О, и здесь глубина хорошая. Ставим карасячек. Как он умудрился украсть? Она умудрилась. Карась
карасик. Но щука есть, видите, у нее пошел сейчас выход какой-то. Несколько раз рыбачок также приходил и проверял свои жерлицы. Из всех сработок, около 4-5 штук, у него была одна маленькая щучка, наверное, меньше даже 20 сантиметров. Я не ленилась и меняла места установки жерлиц. Опять просто удар. На соседних картах также было много рыбаков, ведь это выходной день. Лес, жерлиц и даже одна палатка прямо на канале. Нам, конечно же, повествовали о том, как клевало вчера и клевало завтра, но настоящих нормальных щук так никто и не показал. Меняю балансир, поставлю вот такого натурального цвета. Вода здесь прозрачная, как показывает практика, и поэтому приманку можно, в принципе, вот такого цвета использовать, похожего на окуня. А вдруг? Второй год использую балансиры от Rocky Blades. Это белорусский мастер, который делает приманки ручной работы. Пока с этим видом ловли у меня особо не клеится, но я сильно стараюсь. По забуренным лункам я сделала несколько кругов с разными приманками, но ни разу даже не почувствовала ни одного удара. Сейчас стоит большой балансир от Rocky. Вот такой вот. Ну, уточка с ним справляется, я могу сказать так. И так хоп, и прям чувствуется, как бум-бум-бум, вот эта игра отыгрывает. Прикольно. Ну давай, клюй, рыбка, как клюй. Перекус на природе – обязательная составляющая каждого выезда. В такой мороз лучше всего брать с собой сало и другие продукты, которые не замерзают. Не забывайте заваривать чай в термос, и если есть возможность, возьмите теплой еды. После хорошего перекуса сразу становится намного теплей. Вот пришел мужчина, проверил свои жерлицы. Ничего. 2 сработки и ничего. Пора закругляться, вечером снова отправляться на рыбалку. Много сработок было и у нас, и у нашего соседа, так сказать, компаньона. Но ничего нормального мы так и не поймали, друзья. Если вам нравятся такие видео, обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Конечно, следите за обновлениями. Всем не хвоста, ни чешуи. Пока!